Здравствуйте! Сегодня мы будем вязать вот такую кофточку с вышитыми на ней цветочками. Я вязала из акрила, взяла чуть больше 100 граммов ниток и выбрала вот такие цветочки. Вы можете выбрать цвет, какой вам хочется. Это все зависит от вашей фантазии. И будем вязать мы эту кофту регланом снизу вверх. Итак, приступим. Я беру пряжу стопроцентный акрил. В 50 граммах 150 метров. И наберем на круговые спицы 2,5 миллиметра 153 петли. В эти 153 петли будут входить 7 петель цветочка, 4 петли промежуток между цветочками, 7 петель для цветочка для симметрии и по 7 петель планочек. Всего 153 петли. Набираем петли и провязываем 8 рядов платочной вязки. Когда мы с вами переходим на лицевую гладь, мы должны петли планочек по 7 петель на каждой полочке провязывать также платочной вязкой. То есть и в лицевых, и в изнаночных рядах только лицевые петли. 7 петелек. Вот планочку мы провязали. Это второй ряд лицевой глади. И дальше вяжем изнаночный до следующей планки полочки. Здесь мы тоже провяжем 7 петель лицевыми петлями. Итак, планка на кофточке вяжется платочной вязкой. Вот я провязала 9 рядов лицевой глади. Для удобства я отметила маркерами петли планочки, которые мы всегда вяжем только лицевыми петлями. Теперь 10-й ряд. Вяжем все лицевые петли. 11-й ряд также лицевые петли, 12-й ряд. И в 13-м ряду будем делать на правой полочке отверстие для пуговки. Я провязала 12 рядов. И теперь между вторым и третьим вот такой полосочкой мы сделаем отверстие для пуговки. Кромочную снимаем, 2 лицевые, накид и 2 лицевые петли за передние стенки провяжем вместе. И дальше вяжем еще 2 такие полосочки. Я провязала 7 рядов платочной вязки. У меня получилось вот такие 4 полосочки. Здесь мы сделали между второй и третьей отверстие для пуговки. Теперь мы продолжим вязание. Так, далее 9 рядов лицевой глади и снова 7 рядов платочной вязки. И вяжем до тех пор, пока у нас на кофточке не будет вот 3 таких разделительных полосы. Не забываем делать отверстие для пуговки. Между второй и третьей вот этой полосочки платочной вязки. Вот давайте посмотрим, что у меня получилось. Я все-таки решила провязать не 3
разделительные полоски платочной вязки, а 4, чтобы кофточка была чуть-чуть подлиннее. Итак, 7 петелек планки, отделенной маркером. И теперь мы должны отделить 33 петли полочки и поставить маркер. Всего 40 петель. Сюда мы будем ввязывать рукава. И также с этой стороны 7 петель планки и 30 петель полочки. Всего 40 петель. И на спинке у нас остается 73 петли. И всего 153 петли. Теперь мы приступим к вывязыванию рукавочков. Я вяжу на простых чулочных спицах. Набираем 40 петель. Всего 40 петель. 40 петель у меня набрано. И теперь мы будем вязать по кругу платочной вязкой. Напомню, что в платочной вязке, когда мы вяжем по кругу, нам необходимо чередовать ряды. Один ряд лицевых петель, второй ряд изнаночных. Начинаем мы с лицевого ряда. Вот этот хвостик будет для нас ориентиром. Вот я провязала 8 рядов платочной вязки. Теперь мы начинаем вязать лицевую гладь. Все петли будут лицевыми. И мы теперь в первом ряду лицевой глади должны прибавить вдоль вот этого шва рукава 2 петли. И будем так делать в каждом первом ряду лицевой глади после разделительной полоски платочной вязки. Один раз, второй раз и третий. 6 петелек мы к рукаву прибавим. Прибавку я делаю так. Первую петлю со первой спицы провязываю лицевой, дальше делаю прибавку, дальше вяжу по кругу все лицевыми петлями. Вторая спица. Третья спица. Четвертая. И вторую прибавочную петлю мы сделаем в конце четвертой спицы. Останавливаемся перед последней петелькой, делаем прибавку и последняя петелька. Первый ряд готов. Теперь свяжем еще 8 рядов лицевой глади, всего 9. После того, как мы свяжем 9 рядов лицевой глади, снова свяжем 7 рядов платочной вязки. Переходим на лицевую гладь, 2 петли прибавим вдоль шва рукава. Одну прибавку на первой спице и вторую в конце четвертой спицы.
И таким способом провяжем, пока у нас не будет 3 разделительных полосок платочной вязки. Вот я еще хочу сказать, что прибавку мы провяжем лицевой перекрученный за заднюю стеночку, чтобы у нас не получилась дырочка. Вот, пожалуйста, посмотрите. Оба рукавчика у нас готовы. И теперь мы должны их вязать в нашу кофточку. Мы с вами отмечали маркером место, куда будем их вязывать. И теперь мы переходим на лицевую гладь. Следующая полоса у нас лицевой глади. И довязываем лицевые петли, 7 петель планочки и 33 петли полочки до маркера. Я дошла до маркера. Маркер снимем. Берем любой рукавчик, они у нас одинаковые. И вот эта ниточка, которая у нас, хвостик остался от вывязывания рукава, потихоньку привяжем к рабочей нитке. Туго не завязывайте, а то очень будет тяжело провязывать. Подвязали. И теперь мы должны так как у нас лицевая гладь, провязать все петли рукава лицевыми, перенести их на наши круговые спицы основные. Так по кругу ввязываем рукавчик. Это не очень удобно вязать. Вот я вытянула основную спицу, подхожу к 4-й нашей чулочной спице, освобождаю спицу, провязывая петли рукава на основные спицы. И сейчас подходим к месту соединения рукава с кофточкой. Вот мы подошли. И теперь вяжем петельки спинки. 73 петли лицевыми петлями до следующего маркера. Все дырочки под мышками мы потом аккуратно зашьем хвостиками. Я провязала 73 петли спинки и подошла к следующему маркеру. Маркер снимаем. Берем второй рукав. Петли немножко со спиц спустились. Ищем наш хвостик. Спокойно его подвязываем к рабочей нитке. Не очень туго. Потом этим хвостиком мы зашьем дырочки. И вяжем лицевыми петли рукава, перенося эти петли на основные спицы. Петелек на рукавах у нас стало 46 после прибавки.
Я подошла к 4-й спице и перевязываю петли рукава на основные круговые спицы. Теперь провязываем 33 петли полочки и 7 петель планок. Так до конца полочки. Я закончила первый ряд лицевой глади, ввязываю рукавчики кофточки. Следующий ряд у нас изнаночные петли. Но не забываем, что петли планки всегда вяжутся лицевыми петлями. 7 петель. И теперь изнаночными петлями по кругу вяжем рукав, спинку, второй рукав. И закончим на правой полочке. Вот я вяжу изнаночный ряд. Здесь, конечно, немного неудобно. Я протяну леску сюда. Это, пожалуй, самое сложное место в вывязывании этой кофточки, потому что тут собраны рукава, и вот немножко неудобно. Вяжем изнаночные петли. Следующие ряды будет вязать уже намного легче, когда мы минуем этот переход соединения рукавов. Все петли выстроятся хорошо на круговых спицах на наших. И все пойдет как по маслу. Закончим изнаночный ряд здесь на правой полочке. Я все-таки не стала мучиться и использовала наши короткие спицы в этом изнаночном ряду. Потом мы все перенесем, конечно, на основные круговые, но так намного легче. Леска плохо тянется, так как места соединения рукава с кофтой туго. И просто вязала чулочными спицами и затем перенесем их на круговые. Вот и все, мы преодолели самый сложный ряд нашей кофточки. Все петли собраны на одни спицы, рукава на месте, и я отделила маркерами место соединения рукавов с кофточкой, потому что одна петелька рукава и одна петля спинки, одна петля рукава и одна полочки пойдут у нас как регланные линии. И вдоль них мы будем делать убавление. Следующий ряд у нас пойдут уже убавления. Убавления мы будем делать только в лицевых рядах. Итак, довяжем до маркера, остановимся перед маркером за 3 петли. Я подошла к маркеру, разделяющими рукав и полочку, и остановилась за 3 петли. Теперь мы должны сделать убавку.
2 лицевые петельки я подхватываю за передние стенки и провязываю вместе лицевой петлей. Дальше лицевая петля линии реглана, перекидываю маркер, еще одна лицевая петля реглана. И следующие 2 петельки вдоль линии реглана мы провяжем лицевой петлей за задние стенки вместе. Так вяжем до следующего маркера. Да, еще хочу сказать, что мы не должны забывать считать ряды. Сейчас у нас получается идет 3-й ряд лицевой глади. Всего 9 рядов лицевой глади мы должны провязать. И так вяжем, вяжем, вяжем до следующего маркера. Так, я довязала до 2-го маркера, разделяющего наш рукав и спинку, и остановилась за 3 петли до него. И повторяем. За передние стенки провязываем 2 петли вместе лицевой. Дальше петля реглана лицевая, перекидываем маркер, 1 петля реглана и 2 петельки лицевой за задние стенки вместе. Вот мы убавили уже вдоль 2 регланных линиях. Довязываем до 2-го рукавочка и остановимся за 3 петли до маркера. Я довязала до 3-го маркера, соединяющего спинку и рукав, остановилась за 3 петли и повторяем действие. 2 петли лицевой вместе за передние стенки, лицевая петля реглана, перекидываем маркер, еще лицевая петля реглана и 2 следующие лицевые петли вместе за задние стенки. Вяжем петли рукава и доходим до последнего 4-го маркера. Я подошла к последнему маркеру, отделяющему наш рукавчик и левую полочку. И повторяем. 2 петли вместе за передние стенки. Петля реглана, перекидываем маркер, петля реглана и 2 лицевые петельки лицевой вместе за задние стенки. И вяжем до конца полочки. Сейчас у нас идет 3-й ряд лицевой глади. Изнаночный ряд лицевой глади мы провяжем изнаночными петлями без каких-либо прибавок, не забывая, что планочка вяжется лицевыми петлями. И так до конца правой полочки изнаночными петлями. Я провязала изнаночный ряд. Это был у нас 4-й ряд лицевой глади. Приступаем к 5-му ряду. Вяжем петли планки лицевой, далее лицевые петли полочки, доходим до регланной линии, и встретимся, не доходя до маркера, за 3 петли.
я подхожу к первому маркеру и повторяем наше действие. 2 лицевые петли за передние стенки вместе, петля реглана, перекидываем маркер, петля реглана и 2 петли вместе лицевой за задние стенки. Продолжаем вязание, делая убавки в регланных линиях. Это у нас 5-й ряд лицевой глади. Нам нужно связать еще 6-й изнаночный ряд без убавок. И хочу заметить, что все убавки и регланные линии в изнаночных рядах вяжутся изнаночными петлями. И мы тогда встретимся перед вывязыванием разделительной полоски платочной вязки, провязав 9 рядов лицевой глади. Все, я провязала 9 рядов лицевой глади. Вот какие у нас получаются линии реглана. И теперь мы переходим к вывязыванию полосочки из платочной вязки. Это у нас изнаночный ряд получается. 7 петель планки. И дальше все лицевые петли. Только 4 петельки, вот 2 петли реглана и 2 петли, где мы делаем убавки, мы провяжем изнаночный. 2 до маркера и 2 после маркера. Дальше мы свяжем 2-й ряд платочной вязки, 3-й ряд, 4-й и в 5-м ряду. В 4-м ряду не забудем сделать отверстие для пуговки. В 4-м ряду в полосочке из платочной вязки. И так провяжем около 12 сантиметров. Вот эта линия реглан должна у нас составлять 12 сантиметров. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. 12 сантиметров регланной линии я провязала. Сюда у меня вошли 3 полосы лицевой глади по 9 рядов и 2 полоски платочной вязки по 7 рядов. Все дырочки для пуговиц на месте. И сейчас я провязываю 9-й ряд лицевой глади. Я сделала уже убавки. Все убавки сделала, подхожу к полочке. После последней убавки между рукавом и полочкой мы начинаем вывязывать росток. Вот я повторюсь. Маркер, петля реглана, последняя убавка. И теперь делаем так. Заводим нитку за петлю, следующую за убавкой. Снимаю петлю на правую спицу. Нитка у нас за петлей. Поворачиваю вязание. На правую спицу снимаю обвитую петельку и вяжу до последнего
маркера вот до сюда. Эти маркеры мы можем уже снять. Они нам больше не пригодятся. Убавок больше мы делать не будем. Итак, вяжем изнаночными петлями до последнего маркера на правой полочке. Маркеры снимаем. Вяжем до сюда. Вот я подошла к последнему маркеру. Не считая этот маркер у нас отгораживает планку от полочки. Снимаю маркер. Провязываю 2 изнаночные петли. Это петля реглана, это петля убавок. И поступаю также. Нитку завожу за петлю, поворачиваю вязание, переношу обвитую петлю на правую спицу, не провязывая, и вяжу лицевыми петлями до вот этой обвитой петли. Я остановилась возле нашей обвитой петли. Теперь мы поступаем так. Ищем наше обвитие, вытягиваем и вешаем на левую спицу. Чуть-чуть подтягиваем и провязываем обвитие вместе с петелькой лицевой петлей. Далее провяжем одну лицевую петлю и делаем второе обвитие. Снимаем на правую спицу петлю с левой, нитка перед работой, перед петлей, обводим вокруг петли, поворачиваем вязание, обвитую петлю переносим на правую спицу и продолжаем вязание изнаночными петлями. Остановимся у нашей обвитой петли в изнаночном ряду. Вот я подошла к последней убавке в этом ряду. Маркер, петля реглана, 2 петли вместе за заднюю стенку, убавка. Дальше вяжем следующим образом. Провяжем 1, 2, 2 лицевые петли. Следующую петлю мы провязываем так. Заводим нитку перед петлей, снимаем петлю с левой спицы на правую, обводим нить за петлей, поворачиваем вязание, обвернутую ниткой петлю переносим на правую спицу и продолжаем вязание изнаночными петлями до маркера, разделяющего правую полочку и рукав. Я довязала до последней регланной линии изнаночного ряда. Перекинула маркер, провязываем петлю реглана, провязываем петельку, где у нас была убавка, провязываем еще 2 изнаночные петли. Итого 4 петли после маркера.
И делаем перевертывание петли. Заводим нитку за петлю, петельку снимаем на правую спицу, обвиваем ниткой, поворачиваем вязание, снимаем на правую спицу перевитую петельку и вяжем дальше до перевернутой изнаночной петли, не забывая делать убавки в регланных линиях. Вот у нас убавка пошла, петля реглана, маркер, петля реглана, убавочка, и так до обвитой петельки на левой полочке. Я подхожу к обвитой петельке. Вот я перекинула маркер, провязала петельку реглана, сделала убавку, провязала и одну лицевую, и вот наша обвитая петля в лицевом ряду. Теперь мы ищем наше обвитие, подтягиваем и набрасываем на левую спицу. И провяжем обвитие и петельку вместе за задние стенки лицевой. Дальше поступаем так. Провяжем одну лицевую петлю и делаем снова обвитие. Это у нас будет уже второе обвитие. И я напомню, что сейчас мы провязываем с вами третий ряд. Снимаем петлю на правую спицу, нитка перед петлей. Поворачиваем вязание. Переносим обвитую петельку на правую спицу, нитка перед петлей и вяжем дальше до обвитой петельки изнаночного ряда. Вот наша петля обвития в изнаночном ряду. Здесь мы поступаем так. Подтягиваем наше обвитие, оно уже у нас сзади. Переносим на левую спицу и провяжем обвитие и изнаночную петлю, изнаночной вместе. Дальше провяживаем одну изнаночную петлю просто и делаем следующее обвитие. Заводим спицу в петлю, нитка перед петлей, петлю снимаем, поворачиваем вязание, нить перед петлей, петлю переносим на правую спицу и вяжем до следующей петли обвития. Вот еще посмотрите, когда я подошла уже сделала четвертое перевертывание петли, у меня уже на рукавочке осталось всего 4 петли, из них 2 петли реглана. Внутри рукава
Убавок мы больше делать не будем. Будем убавки делать только между рукавом и полочкой, между рукавом и спинкой. А внутри самого рукава будем также провязывать 4 петли. Вот я сделала перевертывание. Продолжаю вязать до перевертывания в изнаночном ряду. И когда мы подойдем до маркера, будут все перевернутые петли, мы остановимся. Итак, что у нас получается? Я подошла к последней, последней от маркера, разделяющего планку, перевитой петле. Ищу это обвитие, переношу его на спицу, провязываю вместе с петелькой маркер и 7 петелек планки. Что мы делаем дальше? Дальше мы будем вязать платочной вязкой. Платочной вязкой мы провяжем 2 ряда, делая убавки вдоль регланных линий, кроме линии внутри рукава. Не забываем про петельку для пуговки. И провяжем так 7 рядов. Росточек у нас получается. Посмотрим, видно его у нас. Да, вот зад кофточки стал длиннее, чем полочки. Итак, провяжем лицевыми петлями 7 рядов. Да, хочу заметить, что регланные линии и линии вдоль реглана провяжем тоже лицевыми, чтобы у нас не было таких полосок. Это будет у нас уже горловинка. Итак, я закончила вывязывание горловинки, состоящей из 7 рядов платочной вязки. Закрыла петельки. Все ниточки мы спрячем потом. Теперь нам нужно приступить к вышивке цветочков. Листочки у меня будут из вот таких зеленых ниток. Первый ряд цветочков желтые, второй ряд цветочков сиреневые и третий розовые. Вот у меня уже вышито несколько цветочков, и теперь я вам покажу, как мы будем их вышивать. Вот мы приступили к вышиванию второго цветочка в этом ряду. Отсчитали 4 ряда лицевых петель, ввели иголку в первую петлю от платочной вязки и через одну петлю захватываем стеночки второй петли. Второй листочек рядом с этой же. Третий над вторым.
и четвертый рядом с третьим. Следующий листок пойдет через одну полосочку белых лицевых петель и вышиваем его на уровне четвертого лепесточка. Пятый рядом с четвертым. И шестой на одну петельку выше. Нитки сильно не затягиваем. Все, лепестки второго цветочка готовы. Спрячем ниточки потом. И свяжем еще один желтый цветочек. Вводим иголку. Раз, два, в третью петлю от края. Не забываем оставлять хвостик. Через одну цепляем стенки третьей петли. Вводим иголку во вторую петлю. Через одну еще одну. Вторую на уровне, третью на уровне второй. И вверх 3 таких галочки. Третья. Теперь введем иголку на уровне второй галочки предыдущих. Теперь введем иголку вот в эту петельку средней линии цветочка и через одну вверх. Дальше у нас снова пойдет ряд из 3 желтых галочек. Три. И теперь введем иголку на уровне второй галочки. Вот и готов второй цветочек. Видите, как это быстро. И такие цветочки нам нужно вышить по всей кофте. Вышиваем цветочки по кофте, и потом я покажу, как распределить их по рукавам. Ну вот и все. Моя кофточка готова. Все цветочки вышиты, пуговки пришиты. На эту кофточку у меня ушло чуть больше 100 граммов акриловой пряжи и совсем немного цветных ниток. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал
или пишите любые комментарии. До новых встреч!